Мы в Аргентине, и сейчас я вам покажу, что можно здесь снимать, что мы снимали до недавнего времени. И, собственно, завтра сюда съезжаем за $950 США. Вот в этом желтеньком домике находится наше жилье. Что это за формат и как он выглядит, сейчас, собственно, и увидим. Привет, это «Денег достаточно», капитал-шоу без чудес и дураков. Я Артем, за кадром и ваши глаза и голос в голове Лена. Привет! И поехали. Мы находимся в Буэнос-Айресе, Аргентине. Это район называется Колехиалес. Улица Ашерос. И первый интересный, кстати, факт. Здесь дома отсчитываются не как у нас просто по порядку, а вот этот дом, например, 3381. Это расстояние от начала улицы до угла дома. Пойдем. Еще один интересный факт. Двери здесь открываются внутрь. У нас обычно они открываются наружу, потому что это требование пожарной безопасности. Если будет пожар, ты можешь в суете выбежать, и даже если будет давка, дверь может открыться. А в таком формате она не откроется. Интересный факт про домофоны, что они здесь не работают, потому что здесь много воров, и есть нулевая вероятность, что человеку позвонит домофон, он пойдет, откроет, и, собственно, ворвутся не очень хорошие люди и вынесут все, что у него есть. Поэтому домофон здесь работает как звонок. Тебе Нет, звонят. по нему можно поговорить, но нельзя открыть дверь, как бы. Да. Мы заходим. Такой формат жилья называется дуплекс. Двухэтажные апартаменты, квартира. Наверху еще, забегая вперед, есть терраса. Не знаю, насколько он прям удобный для семейной, например, жизни, потому что здесь, например, между этажами нет разделения какими-то дверями или чем-то. Вот есть только лестница, но такой интересный, аутентичный форматик. Мы находимся над гаражом квартиры, которая находится снизу под нами. Вот, поэтому здесь как бы получается пол. А здесь интересный еще факт, опять же, Аргентина, здесь нет зимы как таковой, в этих широтах, по крайней мере. Поэтому здесь не особо утепляют здание. И вот этот вот пол, он просто бетонный, он с подогревом, что интересно тоже, потому что на электричество может уйти очень много денег, чтобы прогревать такой пол, но он уходит прямо на улицу. Окна тоже здесь без какого-то особенного утепления, поэтому это даже не камерный стеклопакет, это просто стекло. Вот, и что тут интересного есть у нас? Плита электрическая. В принципе, здесь газ есть, по-моему, в Аргентине. Не знаю, Газ есть, но это далеко не в каждом доме. Это в многоквартирных, наверное, да, или у кого-то частных, так. где есть. Вот, так, вода. Это вода в Буэнос-Айресе хорошая, кстати, почти питьевая. Здесь... Смотря где. Если в старых домах, то там могут быть плохие трубы, и, соответственно, будет не очень хорошая вода. Гостевой туалет. Туалет гостевой, да. Вот, в Аргентине дефицит в некотором роде, поэтому и очень дорого покупать всякие разные вещи, поэтому мебель, всякие интересные предметы интерьера, это прям очень дорогая история, хрен найдешь чего. У нас здесь еще недавно стояла наша студия, где-то вы ее, возможно, видели, если смотрите не первый видос на канале. Вот здесь был стеллаж купленный, тоже буквально одна модель его продавалась на весь местный магазин онлайн. Что у меня тут, подъемный стол был. Куча цацок, все продали, теперь мы прям минималисты. Вот, что у нас тут? Зона отдыха, кондиционер, работающий обязательно на обогрев и на охлаждение. Поэтому например, этот этаж можно греть одновременно и теплым полом, и кондиционером. Вот, красивый уголок с зеленью. Лена тут высаживала кучу тоже цветов в дополнение к тем, которые были. И погнали наверх. Интересный ремонт, нравится мне в этой квартире, такой лофтовый, то есть здесь бетонные потолки, они, наверное, буквально максимум крашеные, и такие беленькие стены. Второй этаж уже уложен ламинатом, опять же, здесь, как и в Штатах, например, ходят не снимая обувь, не знаю с какого, кстати, момента, но на первом этаже точно все в обуви обычно ходят. Возможно, что прям с кровати просыпаются. Мы так обычно не делаем. Да, мы обычно снимаем, разуваемся, как в России, в общем, жили, так и живем. Здесь что у нас? Стенной шкаф. Удобный, но здесь есть некоторый минус в связи с тем, что не отапливаются сами по себе помещения. Из-за электричества много платить, поэтому мы не всегда прям топим. Плюс сейчас здесь осень, к зиме дело идет, потому что мы в южном полушарии. В этот период становится влажно. И может выпадать плесень, расти в разных местах. Здесь тоже это бывает. Вот этот угол был весь в плесени. Несколько раз в этом году надо было ее удалять.
Да, здесь поэтому надо очень-очень аккуратным быть. Ну, как бы у нас такая же тема в России, что как только отпускаешь что-то, особенно когда в частном доме живешь, вот как человек, который жил в доме, могу сказать, сразу везде нарастает плесень, какая-нибудь грибы, еще какая-нибудь ерунда. Поэтому надо сушить, проветривать, отапливать. Вот кровать, тоже кондиционер, вентиляторы, тоже популярная здесь тема. Вот тоже пол теплый. Так что можно топиться теплым полом. Регулируется вот так штучка. Да. Это есть далеко не в каждом доме. В Буэнос-Айресе бывают также форматы с батареями, но это очень большая редкость. В основном топятся либо печками, либо кондиционерами. Ну, в богатых домах вот теплые полы. Да, это довольно богатый дом, кстати. Квартира выставлена сейчас буквально на продажу. Дуплекс этот стоит почти $200 тысяч, 190. Вот. Ну, и район, справедливости ради, довольно центровой, но про район чуть позже. Здесь душик, соответственно, вода здесь теплого, водоснабжения центрального нет, поэтому здесь висит бойлер, емкостный накопитель. Так, биде для тех, кто не Да, знаком здесь очень с местным образом биде, жизни. практически во всех домах они есть. Здесь, да, везде именно биде, именно такие. То есть в Азии, например, они другие, там душики, в Турции какие-то третьи, там из туалета прям брызгалка. Здесь вот такие в отдельном формате, в отдельно стоящем распространены. Стиль. Да, тут есть еще шкафчик для всяких штук. И погнали в самое святая святых. Наше любимое место, которое мы, конечно, не так использовали часто, как обычно кажется, что ты подобное будешь использовать, но... Так, вот мы на террасе. Здесь прикольные очень лампочки, такие ламповые прям. Ламповые лампочки. Да, и создают очень романтичную, интересную атмосферу. Но сейчас включать смысла нет, потому что, собственно, еще светло. Так выглядит Буэнос-Айрес летом, которое здесь считается зимой, началом зимы, наверное. Холодное время года, короче, лето Да, здесь. уже почти закончили опадать листья. Да, есть интересные вот такие дома, как наш соседский, прям старинная архитектура с черепицей, с такой глиняной. А наш дом, он построен буквально в 17-м, что ли, был году, вот этот, где мы живем. Вот этот замечательный аппарат, это местный гриль, называется Париша. Пишется как Парилла. И в испанском, как эта разновидность называется? Кастишано. Это местный, это Кастишана. Нет. 2 L читается как обычный, да? Кастижано – это который испанский, а местный – это Кастильский, портеньо. испанский, в нем это произносится как Парилья, а в местном как Париша. Вот. Гриль, в принципе, похож на наш, ну, в плане, что там снизу угольки, сверху решетка, но у них он ручкой там поднимается, опускается. Решетка такая массивная, с ребрышками для стока жира. В общем, расчехлять его сейчас не будем. Ну, кому интересно, можете найти, есть много видосов на эту тему. Так, что-то еще интересного. Душек есть, можно позагорать летом, почилить, ополоснуться. Еще одна. Вот в таких баках хранится вода, которой мы пользуемся. Да, вот наша дома. конкретно вот в этих. Здесь не такое немножко водоснабжение, как у нас, благодаря тому, что здесь не бывает заморозков. Здесь можно поставить водонапорный бак, и в него вода уже не с таким высоким давлением нагнетается, а из него в дом обратно подается вниз. Тоже, соответственно, давление, оно естественное. Вот здесь тоже цветочки замечательные, кухня. Здесь стоит стиральная машинка спрятанная. Это довольно необычная конструкция. Обычно они в домах здесь, но вот здесь решили в нашем конкретном доме поставить на крыше. Ну, кстати, я видел, на балконах ставят тоже. Ну и, кстати, тоже машинка тут не то чтобы прям всем доступна, поэтому Да. многие стираются в прачечных. Причем там для прачечных надо искать какие-то жетоны еще покупать по всему городу. В общем, да, Аргентина интересная страна. Очень многие вещи здесь не так устроены, как ты ожидаешь вообще, чтобы что-то было устроено. Здесь еще интересный факт по поводу стиралки. У нас обычно ставят либо на кухне, либо в туалете. А в Аргентине обычные туалеты и кухни очень маленькие, поэтому приходится ставить там, где воткнешь. И вот, в частности, можно поставить на балконе или у себя на крыше. Ну, у нас тоже, я не сказал бы, что у всех прям туалеты большие или кухня. Ну, куда-то, да, бывает, можно воткнуть. Вот, тут дворик интересный, кстати, вон зеленый можно снять. Все заросшее. Здесь пальмы, конечно, да, растут уже. Растительность вообще непривычная для нас. Да и ни для чего, даже для Азии она непривычная. Мы сюда из Таиланда приехали и тоже офигевали. И немножко про деньги. Канал-то про деньги. $950 это мы платим последние месяцев 6, наверное, за данное жилье.
когда мы сюда заезжали, а живем мы здесь больше года. С декабря 2022 года. Ну да, наверное, так и есть. И 1,5, получается, да, мы года снимаем это жилье уже, 3 договора. Оно стоило $750 тогда. Тогда был как раз приток сюда большой в Буэнос-Айрес русских, которые рожать приезжали, которые приезжали здесь с надеждой остаться жить навсегда, там получить гражданство. И на жилье здесь, на вот такое хорошее всякое в центре, спрос резко подросли тоже цены, то есть, я думаю, что это жилье стоило раза в 1,5-2 дешевле когда-то лет 5 назад, не знаю, 4, когда не было сюда массовой миграции. Сюда, наверное, после ковида часть людей поехала, потому что здесь было хорошие условия, и не так там давили, не заставляли сидеть дома, плюс здесь все-таки природа, комфортно, в общем, жить. Плюс из Америки сюда тоже ездят часто, дауншифтить, типа по их ценам это дешево считается. Что будет отдельный видеоролик про Аргентину. Сейчас здесь вообще не дешево, не надо сюда ехать с надеждой сэкономить. Расскажем там, сколько все стоит. Зайдете, посмотрите, еще раз подумайте, если вдруг есть такое желание. Так вот, касательно этой хаты, у нас $750 изначально стоила аренда, плюс мы платили отдельно за электричество. Электричество здесь дорогое, но оно дорогое после какой-то ступеньки. То есть вот до этой ступеньки оно стоит дешево, а после становится резко дорого. И мы здесь отапливали теплыми полами в прошлую зиму. То есть летом там вообще какие-то копейки, типа 300 рублей там за электричество в рубли, если переводить, платили. А по зиме платили 1005 рублей примерно. Что, в принципе, для меня, как для человека, который жил в загородном доме в Питере, в деревянном, и топил его тоже электричеством, это дешево, потому что я там платил 1008 в месяц. Но у нас там, извините, и морозы были минус 25, а здесь морозов это плюс 4, 0, несколько, я не знаю, ночей в году, наверное, бывает. Вот. Но тем не менее, здесь дорого стоит так отапливаться. Вот, что еще-то по деньгам можно сказать? Есть ли мысли? Да, в эту стоимость $950 входит интернет, вода, то есть все остальные платежи, плюс раз в 2 недели к нам приходит клининг и убирает квартиру. Это да, мы отдельно не оплачиваем. Конечно же, мы оставляем чаевые, а так деньги ей платим. И здесь вообще тема с домработницами очень распространена, с домработниками здесь не только там условно какие-то мега-богатые олигархи имеют домработниц, и средний класс, у них тоже это принято вполне, что к ним приходят. Вот в этих домах вокруг очень часто видно, что приходят явно по каким-то дням недели конкретно уборщицы и убираются. У этого есть обратная сторона, что стоит это абсолютные копейки, и люди работают чуть ли не за еду. И живут, да, бывает даже в каморках где-нибудь, прямо в хозяйских домах, там без окон, без дверей в таких. Выглядит, да, как рабство немножко совсем. Что еще? И да, нам подняли стоимость из-за того, что здесь бахнула инфляция мощная. Она и так тут всегда была мощная, а потом еще резко все вообще раза в 2 подорожало. При этом курс доллара так сильно не вырос. И получилось, что тем, кто в долларах зарабатывает, стало тоже как-то еще хуже жить. Местным, понятно, стало адово жить, а тем, кто в долларах приехал и жил, до этого было нормально, потому что было наплевать на инфляцию. Потому что твой доллар, он все равно стоит условно одинаково, а то, что цены растут в магазинах, они вместе с курсом доллара росли. А тут цены выросли, курс не вырос, все подорожало. Нам подняли стоимость на жилье, но после этого, опять же, отсюда начался отток уже мигрантов, поэтому, скорее всего, здесь жилье сейчас в ближайшем будущем будет как-то дешеветь, именно элитное жилье, по крайней мере, какое-то дорогое, потому что его, собственно, некому будет снимать. Немножко про район, можно сказать, наверное, пару слов. Буэнос-Айрес, это, я думаю, понятно, да, столица Аргентины, главный тут город. Местных жителей, да, другие аргентинцы называют Портенья, не очень их любят, как у нас москвичей, типа того. Данный район Кольхиалес, он находится между популярным, самым, наверное, таким знаменитым районом Палермо, одной из его частей. У Палермо много кусков. Вот Палермо-Голливуд – это район, который с нами соседствует. Там находится много-много маленьких кафешек. Это вообще такой район, куда все ходят погулять, покушать. И дальше находится Бельграно район. Это уже район такой элитный, конкретно Бельграно-Р. Там малоэтажная застройка, там уже особняки, прям реально особнячины стоят прикольные, такие мощные, дорогущие. В ту сторону Бельграно, другой Бельграно, как он, цена, наверное, называется. Там стоят многоэтажные дома, там тоже лучшие здесь, не знаю, школы, институты, самые богатенькие. Не самые богатенькие, но богатенькие уже люди живут. Там китайский квартал. Вот здесь, к слову, самые богатенькие, наверное, в городе и не живут. Они живут все за городом, и тут чем севернее от Буэнос-Айреса, то есть чем южнее, тем беднее. Там уже виши, это местные фавелы, там самострой, где живут больше бездомных, там всяких. Центральный район здесь тоже самый неблагоприятный. И чем дальше на север, тем более крутое жилье.
Да, Вот. наш район считается не центральным, он, можно сказать, спальный, но не в нашем формате спальный, где много одинаковых домов, а как скорее какой-то небольшой пригород, который довольно тихий, уютный, и при этом есть вся нужная инфраструктура. Здесь неподалеку есть метро, куча автобусов, электричка, то есть отличная транспортная доступность. И если вы хотите ехать в Буэнос-Айрес, очень рекомендую селиться вот где-то в этом райончике. Поддерживаю. Еще интересен тем район, что он молодежный считается, неформальный. Здесь много всяких молодежных движух. Здесь есть радио, несколько прям студий находится. Телестудия тут недалеко, блошиный рынок. Много всяких граффити, муралов. Все там расписано, какие-то мероприятия прямо на улицах устраивают. Ну, клубов много тоже. И тем, кто поселится рядом с клубами, не посочувствуешь. Ну, то есть, наоборот, можно только сочувствовать, потому что там будет очень шумно. У нас тут тоже есть недалеко клуб, но до нас не так сильно доносится из него шум, поэтому, ну, в выходные, когда он работает, нормально все равно спится. Если хотите больше узнать о том, как происходит культурная жизнь, какие здесь есть мероприятия, музеи, театры и так далее, какие-то концерты и клубы, напишите в комменты, обязательно снимем выпуск. Но уже не из Буэнос-Айреса, а откуда-то из Азии. Да, скоро отсюда уезжаем. Куда скоро увидите. Подписывайтесь, кто не подписался, я не виноват. Здесь много интересного про деньги, про жизнь, про путешествия. В общем, все, что сами проживаем, вам рассказываем. Да, вообще к стоимости жилья надо понимать, что есть же не только такое, да, есть и дешевле, и совсем, наверное, дешевое, но это Аргентина, это латиноамериканская страна, здесь не очень все хорошо с безопасностью, с соседством, возможно, будет, то есть здесь очень сильно влияет то, в каком районе ты живешь, на то, как эта твоя жизнь будет выглядеть. То есть можно поселиться в район, где высокий криминалитет, и буквально к вам домой могут, вот нам недавно рассказывали историю, как в дом к семье русской тоже под Новый год прям вломились гангстеры какие-то, пытали человека этим отрезанным шнуром от утюга, били электричеством. Ну, то есть, если не хотите с таким столкнуться, надо заселяться в нормальный район. В нормальных районах, ну, от $500 и выше, я думаю, жилье будет стоить. Вот, и тоже то, которое подешевле, оно будет в старом доме, соответственно, там будут изношенные всякие трубы, коммуникации, не будет какой-нибудь стиральной машинки, возможно, мебель будет ушатанная, ремонт ушатанный, потому что здесь вообще не очень принято переделывать постоянно ремонты. Вот, но зато сэкономите. Вообще, да, повторюсь, что Аргентина страна не для дауншифтинга, а вообще не дешевая, особенно сейчас. И, ну, сюда есть много причин, в общем, ехать, о них не в этом видео. Ну, как бы, и много нюансов, тонкостей здесь есть, и в том числе связанных с жильем. Поэтому вот как бы приходится снимать дорогое жилье, чтобы на каком-то нормальном уровне жить. Ну и хочу добавить, что по соотношению цена-качество и комфорт вот это жилье просто супер, потому что здесь и хороший район, и новый дом, все, весь ремонт новый, хорошая мебель, лендлорды замечательные, с которыми мы абсолютно хорошо общаемся, что тоже супер важно, потому что у многих бывают проблемы при отъезде, при продлении контракта, когда начинаются какие-то вопросы, что вы нам должны что-то еще, какие-то деньги. Это тоже важно отслеживать, и нам в этом плане очень повезло. Так что, если вы хотите ехать в Аргентину, я бы рассчитывала на бюджет, ну, если вы хотите нормально заселиться, на бюджет от $600 минимум, если вы хотите снимать студию. Если что-то побольше, то долларов на 800-900 точно. Если вам рассказывают, что всего там $300 хватит, ну, я бы этому не очень верила. Ну, тут по запросам, если поселиться в совсем каких-то таких районах. Не, опять же, вам будут рассказывать, да я здесь давно живу, здесь безопасно, да. Ну, вчера только мы видели, как через дорогу от нас мужик украл сумочку у бабушки просто выдрал, бабушка упала на пол, как бы он убежал. Хочу уточнить, что не в этом районе, а в центре. Ну, не в этом районе, да, это было в центре, но я к тому, что чем дальше в те районы, тем больше такая вероятность. Вот. Да. Еще сумасшедших там можно встретить, бездомных и много-много кого еще. Еще, кстати, интересная архитектура здесь. Здесь как раз, наверное, видно даже немножко эти домики. Они все такими пирамидками часто строятся, ступеньками, много террас всяких. Вот. Очень много малоэтажных домов и немного многоэтажек. И причем многоэтажки, они бывают, я бы сказал, двух видов. Часть такие, как гетто выглядят, вот как там, например, серый дом, ну или вот как этот. А часть, наоборот, они элитные, то есть у тебя там будет стеклянная стена полностью, панорамный вид на весь город. Таких домов не так много, они прям торчат, как свечки такие в городе. Видно, здесь нет какого-то прям дизайн-кода, культурного кода, поэтому здесь все такое перемешанное, прям очень много эклектики, в том числе, когда будет какой-нибудь старый дом, разбаханный весь граффити,
Ну, в общем, интересно. С точки зрения вот именно визуальной, Буэнос-Айрес, наверное, самый красивый город, где я был, по крайней мере. Мне очень нравится. Поддерживаю. А где-то мы оказались, и как так получилось, что я остался без работы, и как решил эту проблему, что для этого делал заранее, и как вам не попасть в такую ситуацию. Вот сейчас и будем разбираться, прям вот кликайте в видео, все там.